После записи видео OpenAI анонсирует официальное открытие маркетплейсов. Это означает, что это видео еще стало больше актуальным, потому что с появлением маркетплейсов вы теперь сможете создавать ваши приложения и листить их, и OpenAI будет с вами делиться прибылью. Важная пометка будет здесь, что сейчас у кого уже есть хоть какие-то GPTs, OpenAI высылает инструкции на почту, как сделать так, чтобы выставить свой GPTs в открытый рынок. Поэтому мой совет: прямо сейчас сделайте какого-нибудь простого GPT, просто чтобы вам прислали эту инструкцию, потому что, возможно, потом это будет сложнее. Где-то я прочитала, что там будет больше рестрикций. А пока это, как вы можете сказать, эксперимент, только начало, поэтому будет листиться намного больше предложений. Поэтому давайте поскорее. Вы просили, я показываю. В этом видео я расскажу и научу, как создавать качественного чат-бота GPT под свои задачи и как зарабатывать на этом. OpenAI анонсировали выпуск GPTs, а то есть возможность создавать своих персонализированных чат-ботов внутри чата GPT, где ты их полностью обучаешь под свои задания, на своей базе данных, подключаешь к разным сайтам, сервисам. Например, создавать личного помощника, личного маркетолога, копирайтера, который научен на твоей базе данных и делает то, что ты ему скажешь. И самое приятное, что привело просто в шок людей, что это можно будет продавать. То есть помимо того, что ты можешь использовать его для себя, ты можешь потом выставить этого чат-бота на Marketplace, и OpenAI будет делиться с тобой прибылью. То есть то, что делают кучу разработчиков по всему миру, создавая команды огромные, деньги инвестируя, создавая приложения, а потом их листя в Apple Store, чтобы Apple Store делился с ними прибылью. Так вот здесь вместо всего этого нужен только ты и $20 за платный чат GPT подписку, потому что она доступна только в платном чат GPT 4. Самое невероятное, что этого бота ты можешь использовать не только в чате GPT, а можешь подключать к своим же сайтам, к сайтам ваших клиентов, к вашим соцсетям, да и просто зарабатывать на этом. Самая главная задача здесь будет это понять, каких ботов хотят люди, чтобы их покупали, чтобы их использовали. И как правильно его настроить. Правильные инструкции, чтобы он работал хорошо. Ну и чтобы его не скопировали другие, так как это будет продаваться. И все это в этом видео. Я покажу не только, как создать простого бота, потому что таких видео в интернете очень полно. Я расскажу степ-бай-степ правильную структуру, как создавать реально работающего качественного бота. Поехали. Как устроены GPTs? Чтобы бот работал, ты ему пишешь инструкцию. Что ты хочешь, чтобы он делал, как отвечал, куда смотрел, какие данные и откуда брал, в каком стиле. Хочешь ли ты, чтобы он соединялся с какими-то сайтами или наоборот отправлял данные на другой. Все это я сейчас покажу. В принципе, то же самое можно сделать и в том же чат GPT, только, во-первых, каждый раз нужно ему напоминать его роль, периодически обновлять базу данных, потому что он тоже забывает. В каждом новом окне ты должен заново его тренировать, заново вписывать ему правила, как отвечать, как не отвечать и так далее. Здесь же ты создаешь бота, он сохраняется, ты можешь его использовать во всех своих окнах постоянно, и он все помнит. GPTs могут то же самое, что и чат GPT, а то есть генерировать картинки, считывать картинки, искать информацию в интернете, читать код Python, генерировать код Python. И также его можно синхронизировать с внешним API. Это для более сложных задач, где ты можешь настроить, чтобы он парсил информацию с сайтов, либо наоборот синхронизировался с каким-то сайтом, либо наоборот отправлял туда информацию. Но взаимодействие с API, конечно же, все-таки понадобятся более технические знания. А если в чат GPT загрузить еще и свои книги, свои документы, то GPT будет знать даже больше, чем сам чат GPT. Как сделать своего чат-бота? Здесь будет очень много важной информации, поэтому посмотрите детально, чтобы узнать все возможности. Есть два варианта создания бота. Первый — это через общение с ним. Ты пишешь, объясняешь GPT, что ты хочешь создать, какого бота, что бы он делал. И он сам упорядочивает эту информацию и создает инструкцию для чат-бота. Плюсы в том, что тебе не нужно сначала сесть, продумать все инструкции до конца, от и до. Ты можешь в принципе через простое общение создавать своего бота. Второй вариант — это вручную. Как раз справа будет configure. И тут нужно будет самому писать инструкцию и алгоритм действий самого чата GPT. Нужно заранее представить, как бот будет взаимодействовать, как он будет приветствоваться, для чего, для кого. В этом варианте нужно будет вначале самому все продумать до мелочей и просто вставить эту готовую инструкцию в него, по которой
которой он будет действовать. Я буду создавать вручную и также вам буду показывать, как это делать, потому что вручную, как по мне, больше свободы. Я больше его контролирую, так скажем. Нам нужно будет описать четкую инструкцию для нашего бота, а также предоставить данные для поиска, чтобы он не искал, где попало. Какого бота создавать? Здесь вопрос к вам. Вы хотите его создать для себя? Тогда нужно просто написать и описать чату, какую рутину вы хотели бы заменить, оптимизировать либо автоматизировать. И он вам подскажет, что можно сделать с ним. Тут все просто. Если на продажу, то важный момент, о котором почему-то многие забывают. Чтобы любой продукт продавался с успехом, его создают не по моему собственному желанию, я хочу такое, а по проведенному ресерчу, то, в чем люди действительно нуждаются, то, что есть их проблемой. Чтобы узнать, какая проблема у людей, первое, можно обратиться к тому же Google Trends, Google Analytics, можете посмотреть, какие ключевые слова люди ищут. То есть вы можете написать, как создать чат-бота для... И он вам подскажет, что люди ищут на эту тему. Также можно, конечно, спросить себя, какая проблема есть у меня, и подумать, актуальна ли она будет другим. Или еще как вариант, которым, кстати, пользуются именно успешные разработчики. Не открывая вселенную, мы идем на рынок GPTs, либо мы идем на рынок плагинс с самым чатом GPT и смотрим, что пользуется популярностью, что люди скачивают больше всего. И мы просто улучшаем то, что уже популярно. Рынок GPTs можно найти на вот этом сайте. Заходим, смотрим, что уже популярно. Ну или просто в гугле вписываем самые популярные GPTs. Тоже можно на форумах найти. В моем случае вы меня часто спрашиваете, какая нейросеть может генерировать фото, какая нейросеть может анимировать. Поэтому я создам GPTs, бота, который будет помогать вам искать AI-тулзы. Эта идея уже валидирована, она вам нужна, а значит другим, скорее всего, тоже. Для создания бота мы переходим в вкладочку Configure и дальше заполняем следующие поля. Имя и описание. Я назову AI Explorer, почему бы нет. В описании я напишу Your Daily Assistant for Discover Needed AI Tools. Твой ассистент для поиска нужных тебе AI-инструментов. Если что, это потом можно будет поменять, поэтому это не так уже важно. После этого мы сразу же делаем аватарку. Для этого мы можем перейти в чат Create и просто написать ему, сделай аватарку по описанию моего бота. Он сам проанализирует и сгенерирует картинку. Все эти три вещи можно будет поменять, поэтому мы на них не так зацикливаемся. Самое важное здесь будет, а это именно инструкция. Вот это ключевое место, куда мы должны уделить большее количество времени. От него уж будет зависеть работоспособность вашего бота. И здесь очень важна сама структура, чтобы он шел твердо по ней и не запутался. Поэтому начинаем с структуры. Что первое? Мы определяем цель. Боту нужно понять, какие цели он преследует и вообще для чего он создан. Цель задачи. Создание GPT-бота для поиска и предоставления сведений о новейших и полезных AI-инструментах по запросам пользователей с ограничением на использование заранее определенного списка специализированных веб-ресурсов. Второе в структуре – это основные этапы. Это объяснить боту, как он будет понимать запрос, по какому принципу. И здесь лучше добавить пример. К примеру, интерпретация запросов. Бот анализирует запросы типа «Мне нужен AI для перевода текста», выделяя ключевые элементы, например, AI перевод текста. В принципе, все как в жизни, даже если что-то вы написали не совсем правильно, но предоставив пример, бот поймет, что, оказывается, вы хотели. Третье в структуре – это обозначить базу данных. В моем случае это будет место разных веб-сайтов, где есть AI-тулзы, чтобы он брал информацию с них. В вашем случае это может быть ваши данные, книги, статьи, документы. База данных, она очень важна. Именно она делает вашего чат-бота уникальной. Даже сам Альтман говорил, что самые ценные боты будут те, у которых есть данные, которых нет ни у кого. И таких ботов, соответственно, нельзя будет скопировать, потому что у них просто нет этих данных. Далее, два пункта тоже очень важны. Мы будем говорить боту, как мы хотим, чтобы он отвечал, в каком формате. Желательно написать ему пример, как вы хотите, чтобы он отвечал. В моем случае это фильтрация и выбор. Бот отбирает наиболее подходящие актуальные инструменты. Предоставление результатов. Бот выдает список с названием, кратким описанием, ссылками на ресурсы и обязательно пишет, есть ли пробный период. Следующий этап именно функциональные требования. Мы здесь прописываем ему, что конкретно он должен делать. То есть как бы инструкция в инструкции. В моем случае понимание запросов, актуальность информации, точность результатов и удобство
использования. И еще раз я хочу объяснить боту, в каком формате он должен мне отвечать. То есть структура ответа, источник, описание, функционал, цена, пробный период и так далее. Следующее может быть ваши основные заметки. Так как мы будем общаться с этим ботом на постоянной основе, я не хочу, чтобы он терял контекст. Поэтому в особых заметках я написала обновление базы данных, учет контекста запроса и проверка актуальности. В случае того, если сайт устарел, либо он его один раз запомнил, чтобы он каждый раз туда шел и каждый раз обновлял и приносил мне новые данные. Следующий пункт — ограничения. Немаловажный пункт — не давать ему свободу, мы также должны его ограничить. И здесь в ограничениях вы, в принципе, прописываете, что важно для вас. Для меня было важно, так как это AI-инструменты, я не хочу, чтобы он ходил по незнакомым мне веб-сайтам, а только по веб-сайтам, которым я доверяю. Поэтому в ограничениях у меня ограничены источники, дальше соблюдение конфиденциальности и авторских прав и защита личной информации, чтобы он не сохранял личные данные пользователей моего чат-бота. Далее уже идет на ваше пожелание стиль общения, формат общения. К примеру, в моем случае я не хочу, чтобы он приветствовал и взаимодействовал с людьми, как и чат GPT, а я хочу добавить нотку какой-нибудь простоты. Поэтому я хочу, чтобы он использовал эмоджи, общался с юмором, сарказмом, и манера была такая простая и ненавязчивая. Тут вы можете уже написать, ну, прям все, что хотите, и он будет поэтому следовать. Если вы хотите, чтобы он изучил вашу манеру общения, вы можете загрузить манеру общения, которая вам нравится, стиль общения в документ, и потом также здесь в инструкции прописать: общайся строго в стиле вот этого документа. Он его изучит и будет общаться как раз по этому документу. Это как раз нужно для того, если вы пишете стихи, дополняете ваши статьи, дополняете ваши посты, чтобы он использовал именно ваш стиль. Ну и в конце можно также добавить дополнительные какие-нибудь условия. В моем случае это ограничение результата, чтобы он не раскрывал ни при каких условиях инструкцию для этого бота, чтобы его не могли люди скопировать. И информация о доступности. Очень важно знать вообще этот инструмент платный, не платный, пробный, не пробный, поэтому я еще раз акцентировала внимание на этом. После написания инструкции очень важно проверить. Для проверки мы возвращаемся в Create и пишем запрос, который вас интересует. Смотрим на ответ. Если это то, что вы получили, классно. Если не то, возвращаемся в инструкцию и немножечко ее дорабатываем. Возможно, что-то он не так понял. Далее, база данных. Очень немаловажный аспект. Именно она очень важна. В моем случае все действия, вся инструкция была прописана в окне Instructions. Туда я загрузила все ссылки, откуда брать, правила и так далее. Но также можно это все загрузить в отдельный файл и загрузить в папку Knowledge. Можно будет в формате PDF, документов, таблиц, и загрузить можно до 10 файлов. Как говорит Сансей Альтман, если документы супер длинные и их 10 штук, то бот, возможно, будет путаться. Поэтому чем меньше, тем лучше. Подумайте, что самое важное для него, и загрузить туда именно ту информацию. Если вы создаете GPT, к примеру, в качестве копирайтера, который будет вам писать тексты статьи, то вы просто можете скачать 5 книг в формате PDF, стиль, который вам нравится, либо взять какие-то видео на YouTube, их транскрибировать, также загрузить их в документик и загрузить все в бота, чтобы он брал информацию именно оттуда, изучил манеру общения, стиль и так далее. Единственное, что очень важный момент, если вы делаете его публичным для каждого, я бы не советовала бы загружать какую-то приватную базу данных, которая вам важна, потому что ее могут легко оттуда извлечь, хакнуть, забрать. Важно! Пробовались разные вариации взаимодействия с ботом, и какой вывод? Если слишком мало условий для бота, то это, по сути дела, ничем не отличается от чата GPT. Если слишком много, то бот начинает путаться. Поэтому очень важно структурированно все прописать. Поэтому самое важное в структуре — это цель, для чего он создан, 2 алгоритм, по какому инструкции он должен действовать, и далее уже идут остальные надстройки для бота. Учет контекста, обновление информации, стиль общения, база данных и так далее. По поводу написания инструкции. В чате GPT, к сожалению, еще не обновлена информация о самих GPTs, поэтому бессмысленно писать в чат GPT: напиши мне инструкцию для GPTs. Он просто этого не знает и будет, наоборот, путаться и создавать что-то непонятное. Но что вы можете сделать, это вы можете написать сами инструкцию и дать чату GPT, чтобы он как-то оптимизировал, сделал более понятную инструкцию из ваших же слов. На что еще стоит обратить внимание? А это именно actions. В configure, если пойти ниже, есть поле actions. И вот это как раз то самое, что делает бот еще круче, еще расширенней и дает ему возможность взаимодействовать с внешними сайтами, брать оттуда информацию, интерпретировать как-то эти данные, передавать эти данные. Это уже более продвинутая версия, и для продвинутой версии там очень много разных своих
аспектов, поэтому она есть у меня на курсе, так как это не 10-минутное видео. Поэтому, если кому интересно, заполняйте анкету под видео. И еще важно сказать, что боты пока не защищены от копирования. А так как в будущем на них можно зарабатывать, если вашим ботом будет пользоваться, очень важно это все предусмотреть. И как минимум, как я сделала, в инструкции прописать, чтобы он ни в коем случае не выдавал саму инструкцию для бота. Но что сделать, чтобы его точно не скопировали? А это именно научить его на своей какой-нибудь уникальной базе данных. Возможно, не просто дать какую-то одну книгу, либо 2 книги, а собрать это все, интерпретировать, суммировать. То есть вот дать максимально качественную информацию, структурированную, которую человек другой, ну просто поленится сделать. Он поленится собрать это все, потратит там много часов на сбор этой информации. Того же, если вы создаете чат GPT для написания промптов, не просто там ему дать какую-нибудь маленькую инструкцию, а заморочиться, загрузить туда книгу по промптам, научить его на этой книге, которую вы там сами написали. И в таком случае скопировать его будет невозможно, либо очень-очень сложно. Это было все моего чат-бота. Вы можете протестить. Вот здесь ссылочка будет в описании. А также посмотрите готовые боты, которые уже есть, чтобы вдохновиться, найти идеи. Тоже ссылочка будет в описании про маркет с доступными GPTs. И в конце хочу сказать, что это нереально классная возможность. Это не только классная возможность для вас создать своего личного помощника, действительно вашего, в чате GPT, либо подключение к вашим соцсетям, но и также возможность зарабатывать. Поэтому здесь возможность есть, и она большая. Главное здесь только не лениться, а пробовать. Обязательно получится. Все, пока.